Всем привет, дорогие друзья! Главное отличие спорт-туристов от спортбайков — это удобная посадка, которая позволит вам комфортно добраться до заданной точки на карте. Плюс эти мотоциклы обладают и мощными движками, не уступающими по характеристикам своим спортивным собратьям. В сегодняшнем обновленном выпуске вы увидите 12 самых мощных дальнобойных телепортов 2024 модельного года. И так вышло, что на разогреве у нас BMW R1250 RS. Баварцы позиционируют эту модель именно как спортивно-туристическую. R1250 RS оснащается оппозитной двойкой с системой ShiftCam, которая выдает 136 лошадиных сил и 143 ньютон-метра крутящего момента. И несмотря на 2 цилиндра, кардан и снаряженную массу в 243 килограмма, разгон от 0 до сотни занимает практически спортбайковские 3,3 секунды. Средний заявленный расход топлива 4,7 литра на 100 километров. Бак вмещает 18 литров. Максимальная скорость 220 км в час. Минимальная цена на официальном сайте в Германии 16 150 евро. Это на сегодня примерно 1,5 миллиона рублей. На 11 месте Kawasaki Ninja 1000 SX. Этот мотоцикл основан на снятом с производства Naked Kawasaki Z1000. Его рядная 1043-кубовая четверка выдает 142 лошадиные силы и 111 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 235 кг безнаддувный спорт-турист компании по заявлению производителя от 0 до сотни разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. У себя на родине Ninja 1000 SX стоит сегодня 1 миллион 628 тысяч йен. Это почти 10 600 долларов или 900 тысяч рублей. На 10 месте старый добрый Yamaha FJR 1300. Мотоцикл обладает рядной 1298-кубовой четверкой, которая выдает 146 лошадиных сил и 138 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спорт-турист разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,7 литра на 100 км. Его снаряженная масса составляет 295 кг. Бак вмещает внушительные 25 литров. Минимальная официальная цена за базу в Японии 1 миллион 540 тысяч йен. Это сейчас 10 тысяч долларов или 860 тысяч рублей. На 9 месте Suzuki GSX S1000 GT. Его рядная 999-кубовая четверка, которая является производной от старенького литрового джиксера К5, выдает 152 лошадиные силы и 106 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк выстреливает за 3,2 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Снаряженная масса 226 кг. Средний заявленный расход топлива 5,3 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Цена на официальном сайте 1 миллион 595 тысяч йен. Это 10 400 долларов или почти 900 тысяч рублей.
На 8-м месте итальянский мотоцикл, который совместил в себе технологии спортбайка с эргономикой Tour Enduro. Это Ducati Multistrada V4. Его сердцем является двигатель от супербайка Panigale V4. Это 1158-кубовая V-образная четверка Gran Turismo, в которой привычный для Ducati дисмодромный привод клапанов был заменен на традиционную систему с пружинами. Здесь она, конечно же, выдает меньше мощности, 170 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента. Снаряженная масса 240 кг. Средний расход 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 22 литра. Минимальная официальная цена в Италии за базовый мотоцикл 20 тысяч евро. Это почти 1 миллион 900 тысяч рублей. На 7-м месте BMW S1000XR, который также попал и в выпуск легких туристов. Кто не смотрел, ссылка будет в описании. А все потому, что этот мотоцикл сочетает в себе спортивную агрессивность знаменитого спортбайка S1000RR и превосходную эргономику. Его рядная 999-кубовая четверка выдает 170 лошадиных сил и 114 ньютон-метров крутящего момента, а разгон от 0 до сотни соответствует спортбайку и занимает всего 2,8 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает 20 литров. Средний расход 6,2 литра на 100 км. Снаряженная масса 226 кг. Официальная цена базовой версии в Германии 19 280 евро. Это 1 миллион 800 тысяч рублей. На 6-м месте флагманский спорт-турист австрийской компании KTM 1290 Super Duke GT. Он оснащается самым компактным и легким двигателем в сегменте V-твинов объемом 1301 кубический сантиметр, который выдает 175 лошадиных сил и 141 ньютон-метр крутящего момента. Разгон от 0 до сотни около 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. Сухая масса мотоцикла 209 кг. Средний расход топлива, несмотря на объем, всего 5,7 литра на 100 км. Бак вмещает приличные 23 литра. Минимальная цена на официальном австрийском сайте 26 тысяч евро или 2 миллиона 400 тысяч рублей. Увы, но легендарный пожиратель автобанов Suzuki GSX 1300R Hayabusa занимает сегодня только 5-е место. Мотоцикл оснащен рядной четверкой жидкостного охлаждения объемом 1340 кубических сантиметров с двухвихревыми камерами сгорания, которого в 2024 году уже придушили до 188 лошадиных сил, а крутящий момент снизился до 145 ньютон-метров. При сниженной массе в 264 кг Hayabusa от 0 до сотни разгоняется менее 3 секунд, а максимальная скорость составляет свыше 300 км в час. Средний расход топлива около 6 литров на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Цена на официальном сайте в Японии 2 миллиона 156 тысяч йен или 1 миллион 200 тысяч рублей. Эх, нам бы такие цены.
Третье место по сути делят два мотоцикла. Начнем с Kawasaki Ninja H2 SX, который обладает 998-кубовой рядной четверкой с наддувом. Она выдает 200 лошадиных сил и 137 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 260 кг. От 0 до сотни Sport Tourist разгоняется около 3 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Средний расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Официальная цена в Японии 2 миллиона 739 тысяч йен. Это около 18 тысяч долларов или примерно 1,5 миллиона рублей. Следом идет новинка этого года Bimoto Terra. Так как компания Bimoto частично принадлежит Kawasaki, то этот мотоцикл получил самые передовые технологии компании, а донором стал вышеупомянутый H2 SX. Двигатель сюда переехал без изменений и выдает абсолютно ту же мощность в 200 лошадиных сил. Однако, в отличие от Kawa, Bimoto Terra полностью изготовлен из алюминиевых сплавов и углеродного волокна. Также он приковывает взгляды своей необычной передней подвеской, обеспечивающей распределение веса на передней части мотоцикла в 52,5%, что инженеры компании считают оптимальным для этого кроссовера. Именно так позиционирует этот мотоцикл сам бренд. Цена на официальном сайте не указана. Серебро достается заряженной версии баварца BMW M1000XR. Здесь мощность той же рядной четверки составляет уже 201 лошадиную силу и 113 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 223 кг. Максимальная скорость, которую может развить мотоцикл, 280 км в час. Хотя могли бы довести уже и до 300. Средний расход топлива заявлен в 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает приличные 20 литров. Высота по седлу 850 мм. Само собой имеются винглеты и карбон, а также доступен пакет M-Competition, который обеспечит дополнительное снижение массы и повышение динамики. Цена за базовую версию 25 900 евро. Это сегодня примерно 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ну и лидер сегодняшнего топа — могучий король автобанов гипербайк Kawasaki ZX-14R. Его сердцем является 1441-кубовая рядная четверка, которая выдает 210 лошадиных сил и 162 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе под 270 кг эта махина от 0 до сотни выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний расход топлива 7 литров на 100 км. Емкость бака 22 литра. В Японии Kawasaki ZX-14R в отличие от бусы не продается, а в США цена начинается от 16,5 тысяч долларов, это примерно 1 миллион 400 тысяч рублей. Также у компании ранее был еще один спорт-турист Kawasaki 1400 GTR, основанный на предыдущей версии ZX-14R, однако его сняли с производства в 2022 году.